Добрый день, друзья! Очередной новостной блок новостей на моем канале за 1 ноября 2020 года. Начну с цифр оперативного штаба. В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это стало новым рекордом по ежесуточному числу больных за все время пандемии COVID-19 в стране. В Москве выявлен 5261 случай, в Санкт-Петербурге 896 случаев, в Московской области 545. За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев. Сегодня в эфире телеканала «Россия-1» Сергей Собянин заявил, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией показали свою эффективность, особо подчеркнув влияние на ситуацию со стороны ОРВИ и гриппа. Мэр города также отметил, что резервные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом будут функционировать в полном объеме до окончания пандемии. В России с 1 ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отныне для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Автомобилисты во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо бумажного. Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение «Помощник ОСАГО». Такое извещение можно оформить, если в аварии участвовали 2 автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники дорожно-транспортного происшествия должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии. С 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства, ПТС, а также его электронной формы. Продолжу выпуск с важных распоряжений правительства России, опубликованных на интернет-портале правовой информации о выделении более 24 миллиардов рублей на выплаты работающим с коронавирусом медицинским работникам. Из них 16 миллиардов пойдут на выплаты за выполнение особо важных работ, еще чуть более 8,5 миллиардов направят на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. В настоящее время врачи, лечащие инфицированных коронавирусом, получают дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал за работу в красной зоне получает по 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи – по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей – по 25 тысяч рублей. В пресс-службе Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рассказали о внесении президентом Владимиром Путиным в Государственную Думу проектов поправок в законы о формировании Совета Федерации и о статусе сенатора и депутата. Согласно документу, кроме 2 парламентариев от каждого региона, в Верхнюю палату войдут до 30 федеральных сенаторов, из них до 7 человек смогут занимать должность пожизненно, и экс-президенты. Федеральные сенаторы будут назначаться решением главы государства на срок 6 лет. Бывший президент сможет стать сенатором при подаче заявления в течение 3 месяцев после истечения президентских полномочий. Нельзя будет стать сенатором, имея неснятую судимость не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Обязательный ценз оседлости при выдвижении в Совфед от регионов предлагается отменить не только для действующих сенаторов и депутатов от этого региона, а также генералов, послов и служивших в этом регионе чиновников и силовиков, но и для федеральных чиновников, которые имеют высший чин гражданской службы. Британским премьером Борисом Джонсоном было объявлено в субботу о введении правительством Великобритании строгого карантина в Англии с 5 ноября до 2 декабря, из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. Как сообщает BBC, матчи английской футбольной премьер-лиги продолжат проводиться во время карантина при пустых трибунах. Как сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года
и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса. Ряд памятных мероприятий, а это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях, запланированы в городе 7 ноября. Интересная новость, рассказанная профессором Новосибирского государственного университета Сергеем Нетесовым. В интервью российской газете он упомянул об исследовании китайских ученых, утверждающих о том, что люди, носящие очки, заражаются коронавирусом в 5 раз реже. По его словам, подобная тенденция ярко проявляется именно в Китае, где не популярны контактные линзы, и при этом многие носят очки. С 1 ноября Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Японией. Вчера не стало Шона Коннери, известного по роли агента 007 Джеймса Бонда. РИА Новости сообщила о вступлении в силу с 1 ноября в Турции налога на проживание в отелях. Новый туристический налог придется оплачивать непосредственно в гостинице только самостоятельным туристам. Для путешественников, которые бронируют туры, он будет включен в стоимость путевки. Изначально налог в размере 1% планировалось ввести еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено. Таковы новости первой половины дня 1 ноября. Жду вас вечером на моем канале с вечерним блоком новостей. С уважением, Ренат.